А правда, что у чешского языка немецкая грамматика? А действительно, чешский язык чуть не умер и, можно сказать, восстал из пепла? Или вот такой вопрос интересовал меня, когда я еще практически ничего не знала о чешском. Почему в чешском языке литературный и разговорный язык настолько сильно отличаются друг от друга? Причем не просто по словарному составу, у них отличается даже и грамматика. На все эти вопросы сегодня мы ответим. А также я расскажу, как чешский язык связан с русским, кроме того, что они оба славянские языки, какие русские слова вошли в чешский язык и как и зачем чехи использовали кириллицу. Первыми литературными языками предков чехов были старославянский язык и латынь, которые появились на этой территории благодаря христианству. Старославянский язык проник сюда благодаря деятельности Кирилла и Мефодия, которые проповедовали Евангелие в Великой Моравии и переводили богослужебные книги на славянский язык. А латинский язык проник сюда с миссионерской деятельностью Западной Церкви. И уже в старославянских памятниках мы можем видеть черты того диалекта праславянского языка, на котором говорили предки чехов. Какие это черты? Например, обецение вместо обещания, модлитву вместо молитву, утверждение вместо утверждения, насытенный вместо насыщенный, помощь вместо помощь, дать вместо дождь, очищение вместо очищения и мне вместо мне. Старославянский язык в качестве литературного языка прослужил здесь недолго. Вскоре он был вытеснен латынью. Более подробно о том, как это произошло, я уже рассказывала в одном из видео. Появится где-то здесь или в ссылке в описании. Единственным литературным языком осталась латынь. В латинских памятниках уже можно тоже обнаружить черты чешского языка. Например, это передача имен собственных латинскими буквами, каких-то имен, названий мест. Либо чехи на полях могли перевести какое-то латинское слово на чешский язык и записать его латинскими буквами. Какую письменность использовали чехи, кроме латинской письменности? Для записи старославянских памятников чехи использовали глаголицу, потому что Кирилл и Мефодий записывали свои переводы глаголицей. И таким образом глаголица сюда и проникла. Но использовалась она здесь не так долго. Сначала во время деятельности Кирилла и Мефодия это было что-то около 20 лет, до 885 года, пока не прекратилась здесь деятельность Кирилла и Мефодия. Но затем использование глаголицы на территории современной Чехии продолжило свою традицию в Сазовском монастыре, где глаголицу использовали для записи богослужебных текстов и записи литургии на церковнославянском. И использовалась глаголица достаточно долго монахами Сазовского монастыря, чуть больше 200 лет, до 1097 года. А еще с деятельностью Сазовского монастыря связывают также использование и кириллицы, которая была найдена на этой территории, так как монахи Сазовского монастыря активно сотрудничали с Киевской Русью. А первые памятники, именно написанные уже на чешском языке, относятся к концу XIII века. И это были, конечно же, памятники религиозного содержания. А уже в XIV веке чешская литература отличается жанровым многообразием. Это уже не только духовная литература, это уже и светская литература, и художественная, и даже научное сочинение по теологии, философии, правовые сочинения, любовная лирика, сатирические сказания. В общем, большой жанровый состав. И уже в XIV веке чешский язык расширяет свои функции в
как литературный язык. Он становится более полноценным литературным языком, проникает в различные сферы. Это и чешский двор, дворянская среда, и также университетская сфера, потому что в 1348 году Карлом IV был открыт университет в Праге, что, конечно же, повлияло и на развитие чешского языка. А годом раньше, в 1347 году, тем же Карлом IV был основан Бенедиктинский монастырь на Слованях. Также он известен как Эмаусский монастырь, в котором была возрождена славянская литургия. И задумка Карла IV состояла в том, чтобы этот монастырь был центром славянской духовной мысли, откуда бы догматика на славянском языке распространялась во все славянские страны. Для этого Карл IV собрал в этом монастыре монахов из различных славянских стран. И из Киевской Руси, и из Болгарии, и из сербского царства. Карл IV переписывался с сербским царем Стефаном Урошем IV Душаном. В этой переписке он выражает радость, что они со Стефаном Урошем IV Душаном говорят на одном славянском языке. И это свидетельство того, что в то время еще славяне воспринимали славянский язык как один с небольшими местными особенностями. И самое главное, откуда приглашает Карл IV священнослужителей, это с территории Хорватии, а именно Далматии, так как именно там сохранилась традиция использования глаголицы для записи богослужебных текстов. Правда, глаголица у далматинских священнослужителей уже не выглядела так, как первоначальная глаголица. Это уже была такая стилизованная угловатая глаголица. И именно эту глаголицу вновь принесли с территории Хорватии в Чехию. Ну и так как звуковой состав хорватского и чешского языка к тому времени уже отличался, то глаголица была также немного адаптирована под чешский язык. Ну, например, одним из примеров такой адаптации было то, что использовали кириллическую букву «г» для передачи чешского звука «г». Таким образом, к концу XIV века чешский язык завоевывает все права литературного языка. Это полноценный литературный язык, который используется в различных сферах. Что еще в это время оказывает на чешский язык влияние, так это немецкая колонизация. На территорию Чехии в XIV веке переселилось огромное количество немецкого населения различных слоев. И ремесленники, и крестьяне, и купцы, и духовенство. И это, конечно же, не могло не повлиять на чешский язык. Со временем здесь все больше распространялось немецкое население, распространялись немецкие традиции, соответственно, немецкий язык. И в чешский язык в это время проникло большое количество немецких слов. Например, грабе, граф, джише, империя, турнай, турнир, ритьерш, рыцарь, ринг, площадь, мусити, то есть быть должным, и шкода, убыток. Ну и также значительным в это время было влияние и латинского языка. Проникло в чешский язык много слов, и не только слов, но и конструкции из латыни. Огромную роль в развитии чешского языка сыграла деятельность Яна Гуса. Яну Гусу было не безразлично будущее чешского народа и чешского языка, и ему было очень больно смотреть на то, как чехи говорят наполовину на чешском, наполовину на немецком языке. Поэтому Ян Гус активно борется с немецкими заимствованиями. Можно сказать, что он заложил пуристические традиции в чешском языке. Он придумывает свои слова, которыми заменяет немецкие заимствования. Например, бденье, гласие или самоглас
Ну и свои проповеди, которые были обращены прежде всего к простому населению, он тоже произносит на разговорном чешском языке, хотя и в его проповедях встречались германизмы. Ну и, конечно же, стоит упомянуть орфографическую реформу Яна Гуса, которая повлияла не только на чешский язык, но также и на словацкий, на хорватский, на славянский. Как это произошло, я более подробно рассказываю в одном из видео. Ссылку найдете тоже в описании. Состояла эта орфографическая реформа в том, что Ян Гус придумал диакритическую систему. Так как в латинском алфавите было недостаточно букв для обозначения чешских звуков, и чехи обозначали эти звуки по-разному, очень хаотично, 2-3 буквами. И Ян Гус придумал диакритическую систему, которая упростила это обозначение, и для каждого чешского звука появилась своя буква. И в целом, за времена Яна Гуса и гуситского движения чешский язык переживает свой расцвет. И влияет также и на словацкий язык, проникает на территорию Словакии в качестве литературного языка, об этом тоже я уже рассказывала, и влияет и на польский язык, и начинает активно использоваться в Чехии. Конец 15 века. Эпоха гуманизма. В это время формируются два взгляда на использование чешского языка. Первое направление – это латинское. Представители этого направления считают, что чешский язык – это варварский язык, и его не нужно использовать в качестве литературного, а литературным языком должна быть латынь. И другое направление – народное, которые за то, чтобы использовать именно чешский язык в качестве литературного, но при этом они абсолютно не против латыни и латинских влияний на чешский язык. Они считают, что латинский язык может обогащать чешский язык, могут переноситься какие-то слова, конструкции из латинского языка, и таким образом чешский язык обогащается. В это время огромное влияние на развитие чешского языка оказывает деятельность чешских братьев. Это христианская община, последователи Яна Гуса, которые занимались религиозно-просветительской деятельностью. Создавали школы, литературу и в том числе занимались развитием чешского языка. Представителями чешских братьев был совершен полный перевод священного писания на чешский язык, который называется «Кралицкая Библия». И язык этого перевода и послужил образцом для создания литературного языка. Можно сказать, что это была такая текстовая кодификация чешского языка того времени. Этот язык Кралицкой Библии, который еще по-чешски называется «библичщина», стал образцом литературного языка и использовался также в качестве литературного языка и на территории Словакии. В это время создается большое количество литературы на чешском языке, словари чешские, грамматики. Таким образом, в это время чешский язык достигает высокого уровня своего развития. И впоследствии эта эпоха будет названа «золотым веком чешского языка». Начало 17 века было для чехов временем резких перемен. Они потерпели поражение в восстании против Габсбургов, после чего началась 30-летняя война. Чехи потеряли свою независимость в рамках Священной Римской империи. Из страны изгонялись все, кто отказывался принять католичество. Дворянское население покидало страну добровольно. И в это время Чехия потеряла самые образованные слои чешского населения. Это дворянство, духовенство, интеллигенция. Да и в целом Чехия за времена 30-летней войны потеряла около трети своего населения. Сжигались
книги, прежде всего протестантские, но иногда просто чешские. В более старой литературе о чешском языке можно встретить мнение о том, что с начала XVII века начинается время упадка чешского языка, что он находится на грани вымирания. Почему такая точка зрения возникла? Во-первых, сократилось количество сфер употребления чешского языка. Чешский язык перестал использоваться в научной и профессиональной сфере. В качестве научного языка теперь используется латынь, а позднее немецкий, французский. То есть в сфере образования, науки чешский не используется. И даже работы о чешском языке писались на латыни, а позднее на немецком. Ну, здесь есть некоторые исключения. Например, Ян Амос Коменский, который во время 30-летней войны эмигрировал. Он продолжал писать на чешском языке, в том числе на чешском. Часть своих трудов он писал на латыни, а часть на чешском. И чешский язык преимущественно использует простое население. Это крестьяне, ремесленники, горожане, городская беднота, мелкая интеллигенция, которые тоже были выходцами из крестьянской среды. Вторая причина, по которой чешский язык объявили практически вымершим, это сокращение социального состава говорящих на чешском языке. Чешский язык не использовался среди образованных слоев, а использовался преимущественно среди простого населения. Но на протяжении второй половины XX века эта точка зрения о том, что чешский был в упадке, была пересмотрена, и была принята концепция чешского барокко, которое было не только в других сферах культуры, но также и в литературе, и в чешском языке. Что позволило пересмотреть эту точку зрения? Ну, прежде всего то, что чешский язык, несмотря на то, что его сферы употребления сократились, он не остался только разговорным языком. На нем продолжала печататься литература. Дело в том, что после 30-летней войны образование на территории Чехии перешло в руки иезуитского ордена. Теперь они занимались религиозным и не только религиозным просвещением простого, прежде всего, населения. И так как просвещать им нужно было именно простое население, то религиозно-просветительскую литературу они писали на разговорном чешском языке, чтобы народу было понятнее. Поэтому в это время процветает религиозно-проповедническая литература, поэзия, и язык этих произведений близок к разговорному. Он полон разговорных и диалектных выражений, слов. Там можно заметить фонетические диалектные черты. Также чешский продолжает использоваться чешскими иммигрантами. Как я уже сказала, Ян Амос Коменский писал свои научные сочинения на чешском языке в том числе. Чешский язык используется также и в администрации. Чешская придворная канцелярия в Вене писала в пражскую канцелярию на чешском языке. Ну, правда, документы изначально составлялись на немецком, а потом переводились на чешский, поэтому в этих переводах содержится очень много немецких конструкций и германизмов, и у современных чехов часто возникает трудность в понимании этих текстов. Чтобы их понять, иногда приходится сначала их обратно перевести на немецкий или посмотреть оригинал, но тем не менее чешский использовался в административной сфере. Далее, в XVIII веке развивается журналистика на чешском языке. Издаются газеты. Правда, эти газеты очень далеки от того, что мы сегодня понимаем под словом газеты. Газеты эти были тоненькие, без заголовков. Это было просто перечисление произошедших событий. Тем не менее, так как в этих газетах необходимо было использовать слова для каких-то новых возникших понятий,
событий, то они сыграли большую роль для развития чешского словарного состава. Так что чешский язык продолжал использоваться не только в устной, но и в письменной сфере. Хотя его сосуществование с немецким языком, с латынью была проблематичной. Чешский язык не мог полноценно развиваться. Он развивался лишь в некоторых сферах, подвергался влиянию со стороны немецкого языка и латыни. Поэтому в это время все еще сильны пуристические традиции. Создаются словари, в которых немецкие и латинские слова переводятся на чешский язык. Как они переводятся? То есть создаются новые слова. Орфографии выходят, в которых рекомендуется использование чешских слов. В качестве примера можно привести грамматику Поля. Какие Поль придумал неологизмы? Например, зуботырх для слова стоматолог. То есть буквально это тот, кто выдергивает зубы. Зубовыдергиватель. Или памятнарш для обозначения историка. То есть буквально это тот, кто помнит. И так далее. Так что, несмотря на официальное равноправие чешского и немецкого языка, фактически немецкий язык теснил чешский. Со времен Марии Терезии начинаются реформы, направленные на более прочную интеграцию чешских земель в австрийское государство. В число этих реформ входила и образовательная реформа, то есть введение минимального всеобщего образования. Немецкий язык объявлялся единственным языком образования и управления. Чешский язык преподавался также в школах параллельно с немецким, однако преподавался он только на начальной стадии, то есть до 11-12 лет. Соответственно, дети лучше все-таки изъяснялись на немецком, особенно на какие-то профессиональные темы. И ученые, которые позднее пытались писать также и на чешском, испытывали трудность, потому что привыкли они изъясняться на немецком и на латыни. Но, с другой стороны, преподавание чешского языка и, можно сказать, улучшалось, потому что издавались учебники, учителя проходили профессиональную подготовку. Интересно, что в вузах чешский язык начал преподаваться не в Праге, а в Вене. Почему? Причина была чисто практическая. Немецким чиновникам нужно было как-то общаться со своими подчиненными, выходцами из простого населения. Прежде всего в армии или духовенству. Поэтому с середины XVIII века в некоторых вузах австрийских и гимназиях открываются кафедры чешского языка, начинает преподаваться чешский язык для того, чтобы чиновникам можно было коммуницировать с простым населением. А вот в Праге кафедра чешского языка и литературы открылась только в конце XVIII века, в 1793 году. XVIII век также знаменателен тем, что в это время усиливается разница между чешскими диалектами, потому что до конца XVIII века действовало крепостное право, и население не было мобильным. Каждая область была закрыта для передвижения, и там постепенно формировался свой диалект, и отличия между диалектами росли. А в конце XVIII века, в 1781 году, было отменено крепостное право, и постепенно население начало передвигаться, что способствовало формированию междиалектного говора. Люди съезжались из сел в города, общались там каждый на своем диалекте, и постепенно формировался естественным образом такой вот междиалектный говор. Таким образом, каково было состояние чешского языка к концу XVIII века? Как мы поняли, чешский язык не умер. Он продолжал использоваться и в качестве письменного языка, использовался в разных сферах, правда, сферы эти были ограничены. То есть чешский язык не был полноценным литературным
языком, на котором можно было разговаривать на любые темы. К концу XVIII века в чешском нет единой нормы. Каждая область пишет на своем диалекте. Диалекты эти сильно отличаются друг от друга, так что единой нормы нет. Кодификации чешского языка, соответственно, тоже нет. Есть два стилистических полюса. Один — это разговорный и очень хаотичный, ненормированный, и другой — это стиль той Кралицкой Библии. Он все еще продолжал использоваться в духовной сфере. Письменный язык, как я уже сказала, не кодифицирован, содержит большое количество разговорных выражений, диалектных, германизмов. И таким образом чешский язык не на грани вымирания, но в то же время это и неполноценный литературный язык. Поэтому к концу XVIII века представители чешской интеллигенции, которым не безразлична судьба чешского языка и чешского народа, бьют тревогу. Чешский язык в упадке, чешский язык надо спасать, чешский язык деградирует. Конец XVIII века и весь XIX век — это эпоха национального возрождения, и не только в Чехии. Народы, у которых не было своего государства, начинают вести борьбу за национальное возрождение. Распространяется идея о том, что у каждого народа должен быть свой язык. Поэтому в это время проходит череда создания литературных языков. Это и чешский язык, и хорватский, словенский, словацкий, лужицко-сербский. За создание литературного чешского языка взялся Йозеф Добровский. Когда дело доходит до создания литературного языка, тут встает вопрос, на чем этот литературный язык основывать. Чаще всего его основывают на каком-то из диалектов. Обычно либо самый понятный всему населению, либо самый престижный, либо еще есть вариант собрать все диалекты, взять из них разные элементы, более понятные всему населению, более распространенные, и искусственным образом создать литературный язык. Так, например, был создан ирландский язык. Но чехи не пошли ни одним, ни другим путем, они пошли своим чешским путем. Точнее, Добровский решил пойти другим путем. С его точки зрения это выглядело так. Так как чешский язык деградирует, он в упадке, значит, нужно вернуть тот чешский язык, который был образцовым, который использовался в те золотые времена чешского народа, а конкретно возродить язык Кралицкой Библии. И на основе языка Кралицкой Библии Добровский и создает новый литературный язык. Он оживляет те архаичные уже в это время конструкции. Конечно же, язык Кралицкой Библии не оставался в том же первоначальном виде. Он был немного изменен, так как в языке XVI века не было элементарно слов для обозначения понятий XVIII века и далее XIX. Поэтому язык этот нужно было адаптировать под новое время. И тут нужно сказать, что как раз причина того, что литературный язык так сильно отличается от разговорного, заключается в том, что литературный язык был основан на более старой норме, а разговорный язык естественным образом сформировался сам. И, естественно, между ними уже было сильное различие. Прошло достаточное количество времени, и языки стали отличаться друг от друга. Но, конечно, за то время, когда списовна чештина, то есть литературный язык, и обецна чештина, то есть разговорный язык, за то время, когда они сосуществовали вместе, они друг на друга влияли и, в конце концов, сблизились и продолжают сближаться и сегодня. Да, я уже сказала, что
в языке Кралицкой Библии не было достаточного количества слов для обозначения новых реалий, а слова эти где-то нужно было брать. И тут вариантов немного. Тут либо взять чужое, либо сделать свое. Из немецкого и латинского языка Добровский не хотел заимствовать слова, и не только он, но и многие его последователи и ученики. В чешском языке уже сложилась такая пуристическая традиция, и Добровский следовал ей дальше. У чешских будителей, так называли представители интеллигенции, которые занимались пробуждением национального самосознания чешского народа, у них был целый план, конкретно у Юнгмана, ученика Добровского, был план, как пополнять словарный состав чешского языка. Для этого было несколько источников. Предпочтение отдавалось восстановлению старых чешских слов. Иногда они могли изменять немного свое значение. Из старого чешского языка было взято много слов, особенно для поэтической речи. Вторым и по значимости источником пополнения словарного состава это были чешские диалекты. Но тут не все пошло по плану. Из чешских диалектов было взято только несколько слов, конкретно из моравского дедина, из словацкого застава. Словацкий язык воспринимался как диалект чешского языка. Знак, склепени, стужка. Естественно, эти слова были адаптированы под чешский язык. Третьим источником, в том числе и третьим по значимости, это были другие славянские языки. Славянские языки не воспринимались будителями как иностранные языки, в отличие от немецкого и других языков. Они воспринимались как диалекты одного славянского языка. И здесь достаточно много слов было заимствовано. В первую очередь из польского и русского языка, так как другие славянские языки в это время тоже проходили этап создания своих литературных языков и национального возрождения. Русский язык изначально не был сильно известен чехам, но он стал более известным после поездки Добровского в Россию, где он собрал словарь сравнительный чешско-русский, и этот словарь впоследствии послужил для того, чтобы пополнить словарный состав чешского языка. Какие слова вошли в чешский из русского? Например, дева, ноздри, брви, шие, шум, бол, как боль, пил, пыл, вздух, воздух, жар, зелень, воин, и также природа, наречи, как диалект. И четвертый источник пополнения словарного состава – это придумать свои слова, что тоже очень активно использовалось. Чехи придумали много своих новых слов, и это вдохновило и другие славянские народы, например, хорватов, словенцев. Хорватская интеллигенция славянская была вдохновлена успехами чешских будителей, и они тоже начали придумывать свои слова, а также заимствовать слова из чешского, уже придуманные. Например, в хорватский язык вошло часопис, обзор, околность, покус, предмет, скромность, устав. И самый последний источник новых слов – это поморфемный перевод немецких или латинских слов, используя свои чешские морфемы, то есть части слов. Особенно много здесь было создано слов для терминологической лексики. В XIX веке в чешском языке возникает мода на использование кириллицы. Вообще, XIX век – это время пробуждения в Чехии интереса ко всему славянскому. Это время зарождения славистики, и в том числе пробудился интерес и к кириллице. В чем это заключалось? Были предложения о включении кириллических букв в латинский алфавит. В частности, это были предложения Вацлава Ганки. Он предлагал кириллическую «ч» использовать для обозначения чешского звука, кириллическую «з» для обозначения чешского «ж», и из сербской кириллицы букву «ч» использовать для обозначения чешского «х». И применял он это в своей переписке. Но
дальше дело не пошло. Некоторые будители использовали кириллицу для записи чешского в своей переписке. Например, Юнгман, Марек. Кириллица использовалась и в качестве тайнописи. Так как это было для многих неизвестная и непонятная письменность, то можно было на ней написать что-то, что другие не поймут. Также кириллица — это была такая форма протеста, использовать что-то славянское, а не западное, не латинское. Поэтому свои письма писали кириллицей многие известные чешские писатели, как, например, Божена Немцова, Неедла, Елинек. Ну, а самый известный пример использования кириллицы — это журнал Есбери, который издавался параллельно на чешском на латинице и на чешском на кириллице. А, например, писательница Божена Немцова писала кириллицы, которую она адаптировала под чешский язык. Например, она могла оставить некоторые буквы латинские, либо использовать чешские диакритические знаки для передачи специфических чешских звуков. Ну и некоторые вообще предлагали перейти на кириллицу. Например, Шумовский или Йозеф Флориан. Но все-таки основной письменностью чехов так и оставалась латиница. Таким образом, во второй половине XIX века чешский язык проникает в учебные заведения, во все слои населения. На нем начинает издаваться литература. Писатели начинают писать на чешском. Развивается журналистика, публицистика. Это становится язык профессиональной, научной сферы. То есть в XIX веке чешский становится полноценным литературным языком, используется во всех сферах. Но также проходит и процесс демократизации языка, так как из языка постепенно начинают выходить из употребления архаичные конструкции. Язык становится более живым, близок к разговорному и постепенно сближается с разговорным языком, в том числе и в художественных произведениях. Многие писатели начинают использовать и разговорный язык в создании своих художественных произведений. Чехословакия, 1918 год. Возникает идея чехословацкого языка. Использование литературного языка чехословацкого в двух вариантах – чешском и словацком. Но на деле в чем это проявляется? В том, что словацкий язык просто подгоняется под чешский. Немецкий язык вытесняется из всех сфер. Везде господствует теперь чехословацкий. Пуризм усиливается, и возникает лингвистический спор вокруг темы пуризма. Пражский лингвистический кружок ставит вопрос о том, а нужен ли вообще пуризм в языке. Они выдвигают новую концепцию языка, которая гласит, что язык не обязательно должен быть чистым. Главное, чтобы язык был функциональным, чтобы он мог использоваться во всех сферах языка, чтобы он был понятным, удобным для использования и употребления. Чистый он или нечистый, это вообще не важно, и заимствования даже могут обогащать язык. Это была концепция Пражского лингвистического кружка. Пражский лингвистический кружок – это значимая лингвистическая школа не только для чешской лингвистики, но также и вообще для европейской, для славистики. И входили в него не только чехи, а также и представители белой иммиграции. Это такие известные лингвисты, как Якобсон, Трубецкой, Богатырев, Карцевский, Дурново и другие. После Второй мировой войны, когда чехословацкое государство начало сотрудничать с Советской Россией, конечно же, в чешский язык хлынул поток советизмов. Политрук, чистка, кулак, пятилетка, дружба. Их было очень много, и они
естественно, адаптировались под чешский язык. Поэтому в чешском языке они могут звучать немного иначе, чем в русском. Русский язык становится обязательным иностранным языком в Чехословакии. Вновь возрождается идея единого чехословацкого языка и практикуется двуязыковость, когда чехи и словаки могут говорить каждый на своем языке и понимать друг друга. И достаточно хорошо понимали друг друга, и до сих пор понимают. Кто-то хуже, кто-то лучше, но многие понимают. Каков чешский язык сегодня? Сколько в нем осталось немецкого, а сколько чешского? Конечно же, такое долгое сосуществование чешского языка с немецким не могло не повлиять на чешский язык. И, конечно же, немецкий язык оставил значительный след в чешском. Но какой это точно след, сколько в процентах немецкого языка в чешском, сложно сказать, потому что это тяжело исследовать. Для этого недостаточно просто сравнить сегодняшний немецкий язык с чешским. Для этого нужно хорошо исследовать и чешскую, и немецкую диалектологию, и историческое развитие чешского и немецкого языка и их диалектов. Так что это еще огромная работа, и на сегодняшний день еще невозможно сказать, сколько точно немецкого языка в чешском. Но однозначно, несмотря на усилия пуристов по очищению чешского языка, немецкий язык оставил значительный след в чешском. И не только на уровне лексики, да, в чешском языке много немецких слов, но это также и немецкие конструкции грамматические. Что сразу можно увидеть, когда начинаешь изучать чешский язык, это уже слово «дики», «спасибо», уже оно происходит из древненемецкого. Кнедлик, чешская национальная еда, это тоже заимствование из немецкого. Порядок десятков и единиц в числительных. Не сначала десятки, а потом единицы, а наоборот, сначала произносятся единицы, потом десятки. Это тоже немецкое влияние. Особенно хорошо видно эти немецкие влияния в лексике, синтаксисе. По поводу фонетики, то есть произношения, звучания чешского языка, тут еще много дискуссий, различаются мнения чешских и немецких лингвистов, и, в общем-то, фонетики, и сложно точно определить степень влияния немецкого языка на чешский. Но и чешский язык подвергался влиянию не только немецкого, хотя его влияние было самым значительным, но также значительно повлиял на чешский и латинский язык, менее значительно греческий, но и, как мы уже поняли, польский и русский тоже оказали свое влияние. Таким образом, чешский прошел свой особый, уникальный путь развития. Развитие чешского проходило в очень сложных условиях, в условиях конкуренции с другими более развитыми языками. Но, несмотря на это, благодаря усилиям чешской интеллигенции, чешского духовенства, чешского народа, чешский язык стал тем, чем он есть сегодня. Благодаря этому историческому пути он обрел свою специфику, свою уникальность и стал полноценным литературным языком. Если вам нравится то, что мы делаем, вы всегда можете поддержать нашу деятельность на Boosty, Patreon, PayPal. Если вам интересно, как развивался словацкий язык и как на него повлиял чешский, то рекомендую вам к просмотру вот это видео.